Начиная съемку, в моем воображении вертятся многочисленные стилистические решения макияжа, базируясь на личном восприятии женской красоты, технических приемах и типажах моделей. И никогда, подчеркиваю, никогда не появляются названия типа «голливудский макияж», «вечерний» или тот же нуд. Поверьте, работая много лет по всему миру, я никогда не слышал этих названий, даже в Голливуде. Хотя, возможно, я и работал не на том холме или не в тех студиях. Суть в том, что эти названия настолько вошли в нашу жизнь, что уже практически никто мне не говорит: «Евгений, сделайте меня красивой, неотразимо лучезарной или просто воздушной богиней мужских фантазий». Поэтому, повинуясь лишь своему вкусу, я начинаю красивые маневры без каких-либо эпитетов. Но для начала увлажнил кожу эмульсией от Eisenberg и нанес базу от Belor Design. Затем равномерно нанес бибишку от той же марки и высветлил центр лица корректором от NARS. Кремовый скульптор – это продукт, который надо почувствовать. Многое зависит от состояния кожи. Сегодня это легкий контурный стик от Belor Design. Исследуя технической последовательности, я выполнил мягкую растушевку с эффектом сфумата и перешел к рискованной части моих маневров, а именно нанесению румян. Использование стойкой помады от NARS, да еще в таком ярком оттенке, требует определенных навыков в работе с цветом, поэтому нанесение подушечкой пальца вполне оправдано. И, конечно, зафиксировать все этапы подготовки кожи необходимо. И рассыпчатая пудра от Givenchy идеально вписывается в мой вальс пудроведа. Следующий этап – увлажнение губ бальзамом от Estée. И в какой-то момент я решаюсь на довольно рискованный шаг – яркий и насыщенный акцент. Я исхожу из того, что глаза темные, и какие-либо интенсивные оттенки теней могут быть перебором, поэтому хочу перенести цветовое внимание на губы. Выполнил четкую прорисовку контура и затем любимая игра – смешивание цветов. Точнее, уже знакомые вам, скажем, румяна с добавлением почти черной помады. Я уже говорил, что какие-либо интенсивные цветовые маневры могут быть перебором, поэтому использую светлый нейтральный оттенок от Givenchy и равномерно наношу кремовые стойкие тени по контуру глаза. Обратите внимание, я отказался от прорисовки межреснички. Хочу сохранить чистоту и визуальную легкость. Важно помнить, что продукт стойкий и время растушевки довольно-таки ограничено. Поэтому действую быстро и уже знакомым вам скульптором выполняю традиционную дымку. Смешал ее с тенями для долгоиграющего эффекта. Сейчас я использую темный карандаш для бровей от NARS. И чтобы не уйти в шамаханскую царицу, делаю прорисовку формы очень деликатно. Здесь важно создать, скажем, полусоболя без какой-либо интенсивности, поэтому нарисовал карандашом, зафиксировал гелем и затем интенсивно прокрашиваю ресницы тушью от Art Deco. Немного охладить глазки, думаю, будет вполне хорошо. Тем более, что бездонная блестяшка от Стара Джеффровича создает нужное светоотражение, конечно, при определенной легкости нанесения. И в какой-то момент подумал о блеске, но передумал. Это тот самый случай, когда элегантность может визуально ускользнуть, чего не хотелось бы. А вот вуаль цвета от Guerlain при любых раскладах создает нужный контраст. Я бы сказал, благородное сияние, подчеркивающее лаконичность и чистоту этого макияжа. Что наверняка некоторые из вас могут повторить, конечно, адаптируя цветовую гамму для себя любимой. Удачи и красивых вам макияжей!